Ну, еще один вопрос от Александра Фоничева. Выступления Грудинина вызывают симпатию. Он поднимает правильные вопросы о коррупции, развитии производства. Здесь приводится несколько ссылок. А Путин, в свою очередь, хвалит правительство и окружение, тем самым теряя свой рейтинг и вызывая антисимпатию. Успехи во внешней политике не только дают суверенитет России, но и защищают активы этого самого окружения. Как можно продолжать верить Путину? А очень просто почитать программу Грудинина. Ведь что происходит-то на самом деле? Грудинин говорит всем, что они хотят от него услышать. Это просто безответственный балабол. Вот кто хочет что услышать, тому он то и говорит. Поэтому у него недавний конфликт с прессой-то был какой? Вы уйдите отсюда. Я сейчас поговорю вот с людьми, а вы это людям другим не рассказывайте, что я им скажу. У него-то задача-то всегда говорить, вот хотите от меня это услышать, я вам это скажу. Вы хотите это услышать, я это скажу. И он везде так и говорит. Он безответственно просто болтает. И вот на этой безответственной болтовне очень важно обратиться к программе Грудинина, которой нет. Она отсутствует как данность. Не надо про эти 10-20 шагов там. Вот. Вы их почитайте. И вот в чем здесь суть? Страновой элите США во что бы то ни стало необходимо развязать гражданскую войну в России. Для этого одним из эффективных способов является снятие Грудинина с регистрации в кандидаты депутата. А кто у нас добивается этого снятия? Жириновский прямо из штанов выпрыгивает, орет. Уже сколько раз говорить о том, что Жириновский работает на страновые элиты США. Глобальщикам важно сохранить Грудинина под будущий проект, под будущее президентство. Им важно сохранить его. А вот страновикам нужна война. И поэтому что они делают? Они сейчас всеми силами привлекают внимание вот к этим миллиардам Грудинина. Только чтобы люди не оценивали программу Грудинина. С чем он идет, как он будет управлять, чтобы не было здесь диалога, не было обсуждения вот этой программы. Они старательно закрывают всеми скандалами, целенаправленно. И доводят до абсурда, чтобы Грудинина сняли. Нет, Грудинина снимать не надо. Раз он зарегистрирован, не надо его снимать. Нам гражданская война не нужна. Не нужна она и глобальщикам, она нужна только страновикам, Соединенным Штатам. Она нужна Жириновскому и другим, кто требует снять Грудинина на основе этого. Нет, нужно во что бы то ни стало постараться перевести в практическую область, обсуждать программу Грудинина. Тогда, может быть, люди и поймут. Вот кто будет вот эту программу изучать, тогда поймет, а в чем, собственно, Путин хвалит правительство. Когда он поймет, в каких обстоятельствах что говорит Путин, в каких обстоятельствах он хвалит, так, может быть, и сам похвалит и скажет, да, вот в этих обстоятельствах это оптимальный вариант. А вот так вот, когда, знаете, ах, какой он такой, сякой, он там все, за него для дождя он один, для «Эхо Москвы» он другой, для патриотов он третий. И все объединились. Он же набирает на всех этих ресурсах совокупно, вот этот, в голосовалках, в рейтинге, он же набирает там по 60%, у Путина по 20%. Но, слава богу, голосуют люди, а не те, кто в интернете тусуется. Вот. А человеку любому просто прочитать, приложить к жизни, понять, что он будет делать. Отвлекитесь вы от этих. Ну, соврал и соврал, ну, выкручивается и выкручивается. Это характеристика его такая. Вы посмотрите, что он предлагает для жизни. И тогда уже критикуйте Путина за то, что он кого-то там похвалил. Если, конечно, совести хватит критиковать. Поэтому задача для страны перевести все в область обсуждения программы Грудинина. Предвыборная кампания. Вот давайте обсудим, с чем он идет к людям. А то, что ему надо позволить говорить, ну, слушайте.
И уж я не знаю, каким надо быть, чтобы после того, как внимательно слушать Грудинина, еще его и поддержать. Я понимаю, эпизодически услышать, и где-то там что-то срезонировало. Но когда ты его слушаешь, там выступление, здесь выступление, ты же видишь, он просто каждый раз сам себе противоречит. Он бывает в одном выступлении, сам себя опровергает. Смотришь 1,5 часа и думаешь, ну это ж как так-то? Ну это вообще как? Насколько нужно быть самому тупым и так не уважать людей, чтобы врать так? Сам себя постоянно опровергаешь. Послушайте его. Поэтому ничего удивительного, что у него рейтинг колеблется в районе 6-7%. Потому что люди слушают его, слушают, читают его программу. А вот нужно, чтобы это стало и мейнстримом во всех СМИ и в обсуждении у блогеров. Чтобы там обсуждали не миллиарды Грудинина и о том, как он выворачивается с ними, где он там их как заработал, а что у него в программе и что из этого следует. Программа у него, повторю, шикарная. Это вот как батарея и в прорубь. Он сам себе ее на шею повязал. Пусть тонет вместе с ней. Это последний вопрос. Вот мы сегодня постоянно говорили о том, как необходимо понимать процессы с позиции общего хода вещей. Насколько это важно понимать, как они взаимосвязаны. Вот смотрите, практически все, о чем мы говорили, они все увязаны в одну матрицу. В противостоянии на государственном уровне транснациональных компаний, кланово-корпоративных группировок различного уровня, страновой элиты США и глобальной элиты. Как это завязаны интересы Ирана как планируемого центра концентрации управления будущее, как это завязаны здесь интересы центра концентрации управления, который сейчас существует в виде мирового жандарма Соединенных Штатов, и как завязаны интересы России. Вот в Дейр-эз-Зоре там вот настолько вот все очевидно, все это сплелось, что с кристальной ясностью все там следует. Но это только если ты знаешь, как управляются социальные суперсистемы, если знаешь достаточно общей теории управления. А вот у нас, как протекают процессы управления в социальных суперсистемах, не учат нигде. Это знание изложено только в книгах внутреннего предиктора СССР, поэтому читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, изучайте, как управляются социальные суперсистемы, будьте концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Не позволяйте сделать вас объектом манипулирования в угоду чьих чуждых интересов. А коррупционеры, кланово-корпоративные структуры, они только об этом и мечтают. И для них не важно, через что взорвать Россию. Через национальный вопрос в Дагестане или через АУЕ на Дальнем Востоке. Так что помните, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. Будьте счастливы. До следующих встреч. Мирного неба вам.